Итак, друзья мои, всем добрый вечер. Я сегодня вам подарю еще один грузинский ритуал. И те, которые выполняют грузинский ритуал, у которых ни капли грузинской крови нет, я вам скажу, но они в восторге от грузинских ритуалов, как и чисток, то есть от чисток, так и от денежных работ. Говорят, что они работают мгновенно. А знаете почему? Потому что чем древнее язык, чем созидательнее народ, тем сильнее на этом языке ритуалы, которые помогают. А грузины – это древний народ, грузины – это народ созидательный, это воины. И понятное дело, что их язык, он пропитан энергией тысячелетия. Так вот, я смотрю, есть переводчики с грузинского. Ну да ладно, раз уж вы так хотите переводить мои работы, это даже радует. Помнится, какое-то время вы орали о том, что люди, не делайте ритуалы, которые невозможно перевести, смысл которых вы не знаете, а вдруг там чего. Все языки, на которых я дарю ритуалы, то есть представители всех этих национальностей, есть у меня на канале. И они прекрасно знают, что обозначают эти работы. А для остальных людей, которые не владеют этим языком, данным языком, грузинский язык, амхарский, вуду, армянский, тюркский, любой язык. А те люди, они доверяют, они знают, что я тот человек, который делает им добро. Берут, проводят и получают результаты. Это радует. Так вот, хочу сказать переводчикам, которые работают на нас, стараются для нас переводить. Я сегодня даже оценила это, когда мне скинули, сказали, смотрите, там перевели. Я очень ценю ваши старания, ваше желание перевести мои работы. И с удовольствием даже выставлю ваши переводы. Можете не переживать. Только я не поняла, какой был смысл перевести, да? Просить у реки. Сейчас даже вспомню, который именно перевели, немножко даже запамятовала. Да, просить благо у реки перевели. Огромное мерси, что перевели. Только в вашем переводе не было никакой нужды по той причине, что те, кто владеет грузинским языком, и так знают, о чем тут речь. А кто не владеет, понимает, что если сказано о деньгах и объяснено, значит, это просить деньги или благо. То есть им перевод-то особо, честно говоря, и не интересует. И один интересный момент, значит, керди, керди, словом керди, хочу прояснить для начала, что грузинский язык имеет огромное количество наречий. Кроме того, что есть языки нахского происхождения, есть языки картвельской группы. Они все грузины, но есть огрузинившиеся за историю народы, которые стали грузинами. Но в корнях еще сохранили вот эти выражения. Кроме всего прочего, есть регионы, есть разновидность языка. Ну, например, вот кахетинцы, насколько я знаю, или рачвелы, сейчас точно не помню, извиняюсь, уже давно, как бы там ни было. Вот у них выражение, например, если имерельцы говорят «го-го», девушка, они говорят «го». И причем такой ставят акцент на вот удлинение слова. Го, Джо, Го-го, Пичо. Парень, девушка. Или девушка, парень, наоборот, перевела. А там, например, если имерелец хочет сказать, что ты хочешь, девушка, рагинда гого, то, например, в более северных районах Грузии по-другому скажут. Рагинда го.
Понимаете? Видите? Вот акцент делать. Поэтому выражения, особенно слова в магии, слова, используемые в ритуалах, в различных заговорах, они могут отличаться очень сильно и по значению, и по произношению от того вот именно привыкшего к литературного языка, который, как бы, на котором говорят основное количество жителей Грузии. Поэтому дословно перевод, да, возможен, но есть элементы, есть тонкости, которые вы не понимаете. Ну да ладно, так вот, слово «керди» звучит и как грудь, звучит и как хранилище, закрома или сундук. И объясню почему. В старинные времена сундуки девушек, в которых складывали их приданые и выдавали их замуж, так и назывались керды. А в переводе, уж, если уж так, знаете, не только грудь, а кормилица. Потому как они понимали, что то, что там содержится, это будет их кормить. То есть деньги подаренные, украшения подаренные, какие-то драгоценности. Кормилица, сундук, который кормит. Там хранят деньги, там хранится имущество. И сравнивали с грудью, с кормящей грудью. И так и осталось словом керди. Я это знаю, потому что мои прабабушки, которые были грузинки по национальности, так и называли свои сундуки. Так вот, переведя, если вы не знаете какие-то тонкости, ну, поставьте там вопросительный знак или... То есть, чтобы вы не поняли, почему так называется. Потому что вы выглядите иначе в смешном свете. Нашли с кем состязаться. Перевели, написали огромное мерси. Я выставила, пускай наши зрители возьмут, перепишут уже готовый ритуал. Раз уж вы так стараетесь ради нас, что ж теперь делать? Но, пожалуйста, не вмешивайтесь в те дебри, где вы абсолютный ноль. Даже ноль, мне кажется, и то больше, чем вы в этом деле, особенно в магии. И тем, которые всю свою жизнь жили тем, что грабили квартиры, давали наводки и прочие, носили украшения, взятые с убитых людей, а такой человек есть, который себя возомнил ведьмой, распечатывает интернетные там фотографии, продает как карты, ну и прекрасно продавай, если кому-то это интересно, интернет-картинки брать. И всю жизнь промышляет воровством и всем на свете. Такой человек, такому человеку говорить о морали, говорить о моих ритуалах, мне кажется, тем более переводы делать, будьте добры, не позорьте себя. Вы так смешны. Итак, о чем мы говорим? Мы сегодня проведем на грузинском очень интересный такой ритуал. Для этого вам нужно будет, дорогие друзья, найти старинную монету. У нас есть ритуалы на старинную монету. Нельзя на одну монету делать несколько работ. Вообще нельзя на те же монеты, вообще нельзя, скажем так, на те же предметы, которые вы уже заговорили, по новой заговаривать. Нет, они должны хранить энергию вот этого ритуала. Поэтому для этого вам придется найти еще одну монету, но старинную. Монету, которая, ну, хотя бы больше 100 лет, если не больше. Ну вот я решила взять монету Александра Первого 1814 года. Чеканенная монета. 1814 год – это у нас год взятия Парижа, освобождения Парижа и окончательная победа над Наполеоном Бонапартом. Он отрекся от престола и был сослан. Вот. И русские войска вошли в Париж. И в честь этого дня начеканено вот 2 копейки с короной, императорской короны, большая императорская корона, двуглавый орел и так далее. Александр, первый царь, внук великой Екатерины. Так вот, вот на эту монету мы с вами будем читать. Значит, что для этого нужно? Для этого нужен вам мешочек темного цвета. Можно синий, можно черный, без разницы. Но темный цвет. Коричневый подойдет.
мешочек. Те, кто торгует, те, кто занимается своими делами, те, кто хочет получить, скажем так, определенные блага от своей работы. Кстати говоря, даже те люди, которые работают, которые бюджетники, да, они тоже пишут об очень больших изменениях. Сейчас даже хочу прочитать. Ага. Денежный сохран. Вот видите, денежный сохран. Внизу написано. Валентина Васильевна, большая благодарность вам, уважаемая Инга, за эти ритуалы. Деньга липнет к рукам. Вообще чудо, а не заговор. Мы купили с супругом квартиру, о которой ближайшие 5 лет и не мечтали. Помогли родители супруга, хотя очень жадненькие люди. Читаю заговор каждое утро. Спасибо вам от всей нашей семьи. Супруг в шоке. Вот, еще смотрим. В основном денежные сейчас буду читать, чтобы вы поняли, как она срабатывает. Добрый день, уважаемая Инга. Вчера днем сделала это магический доллар. Вчера днем сделала этот ритуал. Сегодня утром мне подарили $100. Это что-то невероятное. Благодарю высшие силы и вас. Дальше. Получить денежные дары. Ритуал сработал с первого раза. Вот, показываю. Мой восторг не имеет предела. Спасибо вам, моя дорогая, любимая Инга. И это можно показывать просто, знаете, сутками. Ну, вот еще один. Кстати, долговая грамота. Вот, про долговую грамоту сегодня я читала много. Надо потом отскринить. Очень быстро срабатывает. Приходят деньги из разных источников. То есть человек делает вывод, что значит на него клевещут, что-то говорят и взамен отдают свои деньги. Но не приносят, прям отдают, насчитывают, а приходит из других источников. У них убывается грязный язык, а там прибывает. Здравствуйте, уважаемая Инга, это просто чудо. Во вторник провела ритуал, сегодня утром начали деньги ко мне приходить из ниоткуда. Я даже не рассчитывала, что так может быть, и не ждала. Просто чудо. Огромная благодарность вам, вашему роду и так далее. И еще одну. Жертвенный напиток Ла Мадре. Не успела переписать, на чистовик провела утром. Я встала здоровой, месяц лечусь, а боль не отпускала. Все возможные лекарства, травы. Я боялась операции. Болела почка и отдавала в спину. Боль не прекращалась ни на минуту. Я в шоке. После месяца боли непрерывной. Я даже не думала, что именно так поможет. Лечение, конечно, продолжу. Спасибо, нет слов. Да, поможет, потому что Ла Мадре – это обращение к богам, подношение и просьба. И они-то видят, что у вас на самом деле творится в жизни и что вас беспокоит. Вот это и убирают, собственно говоря, из вашей жизни. Итак, дорогие друзья, мы с вами уже поговорили. Идем далее. Итак, ритуал называется Окрус Абази. В переводе означает «золотой абаз». Что такое абаз? Вообще изначально абасси – это персидская монета, которая была выпущена в 1620 году при шахе Аббасе, персидском царе, завоевателей которого называли иранским львом. Один из прославленных, но жестоких правителей Востока. Изначально он был выпущен как золотой абази. Мало кто знает вообще об этом. То есть мало об этом сказано. На самом деле это был золотой. Золотая была монета. 7 граммов весила. Весила. Но так уж получилось, что это дары принесли, я чуть позже сниму, неважно. Что из-за того, что начали его делать, как бы очень много начали его чеканить фальшиво, шах Аббас снял из производства, можно сказать,
И начали чеканить только серебряный аббас. Тоже, который весило 7 граммов. Это наивысшая была, скажем так, единица денег. Конечно же, цари, шахи, они своим именем часто называли города, регионы. Это память о себе. Ну, еще есть такое понимание, как чем больше ты произносишь, это идет энергия души этого человека. Поэтому они специально это и делали. Сейчас речь не об этом. Но единственный раз, когда шах назвал своим именем денежную единицу. Вообще в исламском мире это было не очень принято, но он так сделал. Аббаси просуществовала вплоть до конца XVIII века. Один аббаси – это 200 динаров, 4 шахи, более такие высокие там, и сколько там тумана, я не помню. Это вот денежная единица Ирана. Но оно как бы использовалось и в Армении, использовалось и на Северном Кавказе, но осталось до XVIII века, до конца XVIII века в Грузии. И в Грузии оно чеканилось и называлось абази. Так вот, считалось, что эта монета приносит счастье, поскольку оно редко попадало в руки бедных людей. Если когда-либо в жизни оно попадало, обычно отдавали девушкам вместе с приданными и так далее. И заговаривали на абазе и считали, что это счастливая монета, и она привлекает деньги. Вот мы сегодня с вами будем читать заговор золотой абази, но не на абази. Конечно, если вы найдете абази, это будет вообще замечательно, но это очень маловероятно. Мы начитаем на старинную монету, но как бы именно призывая силу абази, тех самых денег. Почему старинная? Потому что старинная монета переходила из рук в руки. Много кто брал как бы в руки эти деньги и торговал и так далее. И деньги сохраняют энергию всех людей, которые их касались. Поэтому деньги должны быть старинные, старинная монета. Так вот, люди, которые занимаются своим делом, своей работой, и люди, которые бюджетники, которые работают на бюджет, неважно, берете в руки старинную монету, читайте на эту монету 12 раз и кладете обратно в мешочек. В день несколько раз начитывайте. Каждый раз, когда будете читать, будете усиливать свою денежную энергию. Очень может быть, что каждый день у вас будут покупки. Очень вероятно, что такое случится, что каждый день будут покупки. Если в первые дни, первые недели он будет работать менее сильно, то потом сильнее, сильнее, сильнее. Чем чаще будете читать, тем... То есть это заговор для сиюминутной помощи. Вот прямо сейчас нужно и читайте. Пришли в магазин, начитали, пришли к вам клиенты, что-то купили. Снова начитали, пришли клиенты, что-то купили. Вот так вот и делайте. Оно привлекает, приводит к вам людей. Надеюсь, поняли, о чем я говорю. Итак, начнем. Читать будем на грузинском. Текст потом появится под роликом. Если, конечно, до этого времени наша переводчица текстов вдруг не захочет нам помочь. Кстати, давай, пиши. Работай, нечего сидеть. Пиши этот текст тоже, я людям отдам. Надо. Нечего просто сидеть. Надо пахать во славу меня. Так что я тебе даю указание, и чтобы в ближайшее время этот текст был для моих зрителей. Поняла меня? Учти. Начнем. Окрос абази, шени хави, мепета ხელში, დედოფლის ხელში, ვაჭრების ხელში, მოურავების ხელში, 1000-ის ხელში, 100,000-ის ხელში,
Ղվելգան շեգրովե միսի սիմդիդրե մեկի մոմեցի, մեկի մաչուկե, աբազի, օքրոս աբազի, մոիսմինե, извиняюсь, մոիսմինե, դամեխմարե, ամսակմեշի, ռոգորց մինդա, ասեց իքնեբա, цамс дам джера. Амен. Маисмине тоже правильно. Вот еще один момент наречия. Но не совсем литературно. Давайте еще раз. Читаю просто по слогам, чтобы вы поняли, как читать. Могу, конечно, быстрее. Я буду читать именно делая акцент на грузинские звуки, да, звучание, как оно звучит. Но вы прочитайте, как вы сможете. Это не страшно. Окросабази, шеникави, მე ფეთა ხელში, დედოფლების ხელში, ვაჭრების ხელში, მოურავების ხელში, 1000-ის ხელში, 100,000-ის ხელში, ყველგან შეგროვე მისი სიმდიდრე, მე კი მომეცი, მე კი მაჩუქე, აბაზი, ოქროს აბაზი. მოისმინე, დამეხმარე ამ საქმეში, როგორც მინდა, ასეც იქნება. მძამს და მჯერა. Амен. Вы даже не представляете, какой красивый язык, красивое звучание и как красиво составлен текст. Это для тех, которые любят переводить мои работы. Вам такое в жизни не составить, даже на своем собственном родном языке. Вот поэтому у вас одно место и горит. Потому что вы понимаете, что я владею вашим языком лучше, чем даже вы. Уважаемые, в кавычках. Еще раз. Окросабаси. შენიღავი მეფეთა ხელში, დედოფლების ხელში, ვაჭრების ხელში, მოურავების ხელში, 1000-ის ხელში, 100,000-ის ხელში, ყველგან შეგროვე მისი სიმდიდრე, მე კი მომეცი, მე კი მაჩუქე, აბაზი, ოქროს აბაზი. მოისმინე, დამეხმარე ამ საქმეში, როგორც მინდა, ასეც იქნება. წამს და მჯერა. Амен. И последний раз читаю. ოქროსაბაზი, შენიღავი, მეფეთა ხელში, დედოფლების ხელში, ვაჭრების ხელში, მოურავების ხელში, 1000-ის ხელში, 100,000-ის ხელში. ყველგან შეგროვე მისი სიმდიდრე, მე კი მომეცი, მე კი მაჩუქე, აბაზი, ოქროსაბაზი. მოისმინე, დამეხმარე ამ საქმეში, როგორც მინდა, ასეც იქნება. მწამს და მჯერა. Амен. Вот так. Всем удачи, всех благ и пользуйтесь этими работами. Особенно те, у кого ритуалы на грузинском замечательно получается. Всего хорошего. Карга тихавит.